Друзья, всем привет! Сегодня уже будет 11-й выпуск по PvP режиму 22 сезона, но перед тем, как я приступлю к каткам, я бы хотел с вами поговорить о том, что разработчики нам запустили новую рулетку. Рулетка предназначена для того, чтобы получать книги. Честно говоря, как по мне, рулетка совершенно бесполезная, и тратить сюда кристаллы совершенно не советовал бы никому. Потому что лично я считаю, что книга великанов не является настолько топовой, например, как книга совы. Все-таки книгу совы я использую намного чаще, и лично я не буду тратить совершенно никаких кристаллов на эту рулетку. Кроме книг здесь, по сути, получить нечего интересного. Если бы хотя бы были какие-то осколки или что-либо еще, тогда я, возможно, бы и тратил. А так, ребят, я очень надеялся, что разработчики нам запустят рулетку именно на яйца для фермы, потому что они добавили очень большое количество новых мобов и боссов, но рулетку так и не запустили. Ну и второй факт, друзья, это то, что скоро Новый год, и разработчики уже готовят для нас новое, крутое обновление, где будет ап. Это просто, говорят, будет космос, будет новые какие-то градации оружия и так далее. Ну, то есть ходят уже некие слухи по этому поводу всему. Ну и, соответственно, я практически уверен на 100%, что будет и рулетка. Я уже припас для себя определенное количество билетов для покупки различных новых скинов, так что я не буду тратить сюда ничего, и, соответственно, ролик-то я тоже не буду записывать по трате кристаллов. Что касается PvP режима, сейчас я нахожусь на 29 месте, и если путем несложной математики добавить 1000 очков, 1000 кубков, то я могу подняться приблизительно на 5-6 место. Надеюсь, что у меня сегодня получится сделать 10 из 10 и подняться в рейтинге немножко повыше. Ну что ж, начинаем первую катку. Надеюсь, что будут катки очень и очень интересные сегодня, и я смогу побеждать. Первый противник есть, ребят. Это Анир, достаточно, слабее меня, но у него есть укрывающийся щит. А еще раз говорю, что один из топовых навыков — это этот щит. Смотрите, он прячется и играет довольно-таки умно, но как-то по нему все равно проходит дымаг больше, чем по мне. Я прям не знаю, с чем это связано. Скорее всего, то, что я попадаю в него больше. Но хотя он тоже меня сносит, и у него еще есть метеориты сверху, там, или звезды и так далее. Ну, вот это была, видите, его ошибка, что он побежал сюда. Он хотел меня пару раз стрельнуть, но у него не получилось. Я думаю, что это будет первая победа сегодня. Всегда хорошо начинать с победы. И осталось буквально, ребят, это все. Он оставляет мне 18 тысяч хп. Тролливали, извини, но сегодня победа за мной. Двигаемся дальше, ищем нового противника. И, ребят, пока ищется противник, хотел вас попросить реально поставить большие пальцы вверх. Это реально очень сильно мотивирует. Ну и подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал, потому что YouTube показывает, что более 60% игроков смотрят канал без подписки. Давайте постараемся и до Нового года добьем 8000 подписчиков на канале. И я для вас, ребят, разыграю две VIP-подписки, которые стоят по $10. Так что будьте активны, подписывайтесь на канал обязательно. Ну а я уже в катке, ребят, и против нас сейчас играет Анир. Плюс, смотрите, довольно-таки интересный Анир. Он реально меня может выиграть. Сейчас у него клоны обычные, у меня не топыри. Я просто-напросто бегал, ребят, и получается, что я его выиграю. Вульфскин. Я попадался с ним уже неоднократно, и даже были такие моменты, когда он меня выигрывал. Но сегодня удача на моей стороне. 2 победы в подряд. Ну, это действительно очень хорошо. Ищем следующего противника. Нам попадается, ребят, Райан. Райанов я действительно очень редко встречаю. И на самом деле я немножко расстроен. Совсем недавно, еще, может, полгода назад, Райан был метой для игры в PvP режиме. Сейчас, к сожалению, он не такой крутой, но очень жалко, что все-таки Райаном очень мало людей играет. Есть некоторые игроки, которые сидят в телеграм-канале у нас, они очень классно Райаном играют, но, ребят, в последнее время он менее играбельный, например, чем тот же Анир или та же Лина. Остается пару тычек сделать Райану и выиграть. У него очень много клонов. Я буду просто бегать, ребят, чтобы они меньше их было. Но сейчас я понимаю, что надо пару тычек сделать. И да, это победа еще одна. Это победа номер 3. Отлично, двигаемся пока очень-очень хорошо. Сезон на самом деле, друзья, получается очень крутой. У меня винрейт 85. Я сейчас буду занимать ориентировочно где-то 10 место. И это реально очень-очень круто. Вау! Вот здесь у меня ступор. Скиллы просто ад. Давайте вспышку. Стрелы в бок. Я просто не знаю, что еще брать. Ну и давайте ледяные клинки. Попробуем бежать к нему в упор и
пытаться выиграть. Хотя у него укрывающийся щит, ребят, ну, я не знаю. Давайте пробовать. Все-таки хотелось бы выиграть, и сейчас надо предпринять шаг такой, бежать к нему в упор. Смотрите, он убегает, и, соответственно, он мало в меня стреляет. А у него ХП, ребят, отнимаются просто космические. Смотрите, не топыри обратно меня не били. То есть клоны меня не бьют. Непонятно, с чем это связано, либо это баг в игре какой-то, либо это что-то интересное другое. Я знаю, что ходят такие слухи, что в игре есть скилл, который, если вы берете, ребят, то клоны не стреляют. И именно этот скилл я сейчас взял. Это медленные стрелы. То есть, когда вы берете медленные стрелы, клоны противника по вас просто не стреляют. Запомните это и попробуйте сами. Так, следующий противник — это Анир. Он немножко сильнее меня будет. Смотрите, у него есть клон, и они обратно в меня не стреляют. Класс, ребят. Вот это космос. Хотя вот Анир довольно-таки хорошо играет, но если бы его клоны стреляли в меня, я бы точно проиграл. Но сейчас это еще одна победа. Мне жаль, когда такое происходит у моих противников, потому что немножко нечестно получается, но побеждать я люблю. Ищем следующего противника, попадается нам обратно Анир. Но, ребят, тут диагональные стрелы, упругие стены и не топыри. Я думаю, что здесь вообще без вариантов, просто в пух и прах я его сейчас разделаю, потому что с такими скиллами грек реально проигрывать. Ну, смотрите, ну да, это просто жесть. Он ничего не смог сделать. И это крутая, быстрая победа за 17 секунд. 4-я, да? Нет, подождите, это уже 6-я победа в подряд. Остается еще 4 катки. Я приближаюсь к тому, чтобы сделать 10 из 10. И нам попадается обратно, ребята, Нир по скиллам. Ну, я даже не знаю, что здесь брать. Давайте метеорит, мастер уклонения и великан. Возможно, это поможет мне. У него укрывающийся щит. Боже, как я не люблю, когда у противника укрывающийся щит. И смотрите, что он делает. Ага, у него еще и кровожадность, друзья. Но это будет очень сложно. Я не могу по нему пробить совершенно. То есть я попадаю, все мои снаряды летят в его щит. Плюс у него есть еще и урон звездой. И, ну, не знаю, да, ребят, это наверняка будет первое поражение, потому что, ну, вот я ему дал пару критов. У него 18 тысяч остается, я его выигрывал до этого, но, к сожалению, я потерпел поражение. Не смогу я уже сделать 10 из 10, хотя вот 9 каток выиграть тоже будет довольно-таки хорошо. Я думаю, что я в рейтинге не сильно опущусь, если сделаю, например, 9 из 10. Вы видите на своих экранах, какие скиллы я беру сейчас. Против нас Лина. Лины сегодня еще не попадались. Постоянно Аниры были, один раз Райан. Но давайте пробовать выиграть Лину. Клонов у нее нету. Видите, это какой-то фикс, скорее всего, Лин. Потому что клоны действительно очень редко появляются. Сейчас у нее вот первый клон, и он обратно в меня не стреляет. Я не знаю, с чем это связано. Но вот реально вообще не понимаю. Хотя, в принципе, я бы 100% здесь выиграл, потому что нанес по ней больше дамага, чем она по мне. У нее клон появился только один. Но непонятно, с чем это все связано. Еще раз попадается Лина, на этот раз в костюме, ребят. Я возьму великана, карлика и скорее звезду разрядов, чем метеорит яда. Все-таки разряд он поинтереснее, как по мне, будет. Ну и давайте пробовать ее тоже выигрывать. Итак, у нее двойная стрела, я уже это сразу, ребят, вижу. Но она как-то по мне не попадает. 20 тысяч, 17 у нее остается, у меня 64. Но это явная уже дизмораль идет у противника. И, ребят, это еще одна победа. Это победа номер 8 сегодня. То есть остается выиграть еще одну катку, и у меня будет 9 побед из 10 сегодня. Результат довольно-таки хороший будет. Хотелось бы, конечно, 10 из 10, но, к сожалению, не получится уже сегодня так сделать. Попадается противник последний, это Анир. Двойная стрела, ребят, кровожадность. Ну и давайте темное касание, почему бы и нет. По ХП я немножко его опережаю. Я надеюсь, что это будет реально победа или будет очень интересная катка. Смотрите, у него клоны появляются, но клоны в меня обратно не бьют. Наверное, это все-таки, друзья, работает. Если вы берете медленные стрелы хоть раз за 10 каток, за игровой день, когда еще нету обнуления, то есть начисления новых каток, то тогда действительно клоны не бьют. И смотрите, он расстроен 100%, потому что его клоны меня очень хорошо подемажили, и, возможно, я бы проиграл бы этот бой. Ну, а так, видите, клоны не бьют, и мне просто надо еще... Ну, все, ребят, это еще одна победа. 9 из 10 каток я сегодня выиграю. Извини меня, друг, но вот такая вот штука работает.
Не знаю, разработчики с этим ничего не хотят делать. И давайте посмотрим, на каком месте я нахожусь. Мое место номер 7. В принципе, достаточно неплохо. И мой винрейт, я думаю, что остался, в принципе, такой, как и был. Да, ребят, он остался такой, как и был. 85 винрейт, 94 победы из 110 игр. Очень-очень достойно. До первого места я явно, ребят, не дойду, потому что здесь у человека 108 побед из 110 каток. Но это, конечно, трэш. Ну что ж, друзья, таким получился ролик. Это 11-й день игры в PvP режим 22 сезона. Вам всем спасибо и до скорых встреч. Пока-пока.